Бензема хотят лишить гражданства. Будущее Месси. Сандро Тонали грозит длительная дисквалификация. Планы Реала на Модрича. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Полузащитник Реала Лука Модрич вряд ли покинет команду в январское трансферное окно. Журналист Хосе Феликс Диас подробно рассказал о ситуации вокруг хорвата. Карло Анчелотти счастлив иметь Модрича в своем составе. Тренер убежден, что уделит Луке очень важные игровые минуты в этом сезоне. Реал хочет, чтобы Модрич остался в команде в этом сезоне. Ни клуб, ни сам футболист не думают о расставании в январе. Модрич заслуживает бурное прощание в конце сезона. Он должен уйти в статусе легенды, как заслуживает, написал Диас в соцсетях. Руководство Манчестер Юнайтед четко дало понять нападающему Мейсону Гринвуду, что у него нет будущего в команде. По информации от Daily Star, англичанин не будет выступать за манкунианцев вне зависимости от того, как проявит себя в аренде в Хетафе. Мейсона могли вернуть в основную обойму МЮ, но под давлением общественности руководство решило отказаться от этой идеи. Формально игрок принадлежит Манчестер Юнайтед, хоть и выступает в аренде за Хетафе. В этом сезоне Гринвуд уже успел отметиться голом и результативной передачей в 5 матчах чемпионата Испании. Неймар получил травму колена в матче квалификации чемпионата мира 2026 с Уругваем. Встреча прошла во вторник в Монтевидео и завершилась победой хозяев со счетом 2-0. На 45-й минуте встречи Неймар повредил колено в игровом эпизоде и не смог продолжить игру. Форварда увезли в подтрибунное помещение на электрокаре. Футболист закрывал лицо руками, стараясь сдержать слезы. После 4 матчей в квалификации ЧМ 2026 Уругвай идет на втором месте в группе, а Бразилия расположилась строчкой ниже. В активе обеих команд по 7 очков. Лео Месси рассказал, собирается ли он уйти в аренду из Интер Майами в зимнее трансферное окно из-за того, что его клуб не вышел в плей-офф МЛС. «Нет, я не собираюсь уходить в аренду. Я буду тренироваться, сыграю предстоящий матч с Шарлотт и постараюсь подойти к играм сборной в ноябре в наилучшей форме. После этого я буду наслаждаться отдыхом в Аргентине. Это первый раз, когда у меня будет больше выходных дней в декабре, с праздниками, с душевным спокойствием, с моим народом. В январе я снова вернусь, чтобы провести предсезонку. Начну с нуля и, как всегда, подготовлюсь к сезону как можно лучше», приводит слова Месси ESPN. Во Франции призвали лишить Карима Бензема гражданства и золотого мяча. После того, как игрок поддержал жителей Газы, министр внутренних дел Франции заявил о связи Карима с террористами. Бензема связан с братьями-мусульманами, как все мы знаем. Его высказывание прокомментировала сенатор Валерий Буае. «Если слова министра верны, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема. Санкцией изначальной и символической будет лишение его золотого мяча. Наконец, мы должны потребовать лишения гражданства». Реал летом планирует усилить линию обороны. По информации Релева, сливочные хотят подписать левого и правого защитников на долгосрочную перспективу. Приоритетом клуба на летнее трансферное окно станет трансфер Альфонсо Дэвиса. Кандидатом на место правого защитника является Рис Джеймс. Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали признался прокуратуре, что делал ставки на матчи Милана, когда был футболистом этой команды. При этом игрок уточнил, что ставил только на матчи, в которых он не проходил в состав. Это смягчает ситуацию, ведь Тонали не мог влиять на события на поле. Впрочем, расследование будет продолжаться. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игроку грозит дисквалификация на 1 год. Ранее сообщалось, что полузащитник будет проходить лечение от игровой зависимости.
Президент Барселоны Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу Негрейры. Ранее утверждалось, что действующему президенту не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Однако суд решил, что 10-летний срок давности все же не истек, потому что отсчет надо вести с даты последнего платежа клуба Негрейре. А это 2018 год, сообщает Марка.